Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы базируемся в городе Измаил. Это юг Украины и юг Одесской области. Но благодаря тому, что у нас в Гугле есть возможность по Москве ориентироваться по часовым поясам, мы используем вот московское время для составления наших агрогороскопов. Поэтому каждый может вычислить время своего региона для определенного вида работы. Ну давайте начнем. Агрогороскоп с 26 по 28 июля 2021 года, когда уже убывающая Луна будет находиться в знаке Рыбы. И это уже период, когда Луна вышла из сожженного пути полнолуния. Начинается этот период благоприятный 26 июля с 6 часов 30 минут утра и до конца суток 27 все 24 часа. А вот 28 июля здесь у нас не будет продуктивного времени. Связано это с тем, что Луна без курса будет с 4 часов 15 минут до 12 часов 58 минут, до момента перехода Луны в знак Овен. Обычно перед переходом в другой знак Луна всегда отдыхает. Поэтому у нас этот день просто-напросто не рабочий в плане утра до 12:58, когда Луна отдыхает. Но мы будем рассматривать по знаку Овна виды работ. Это будет позже, в следующем агрогороскопе. Сегодня рассмотрим, что мы можем сделать в рыбах при убывающей Луне. Итак, посевы. Можно сеять семена укропа, петрушки, салатов, других зеленых культур. У нас есть способы, мы рассказываем о том, как сеять. Мы используем перекись водорода, очень хорошие посевы получаются. Также можно сеять семена пекинской капусты на рассаду. Выбирайте именно те сорта, которые проходят срок вегетации в течение 2 месяцев. А также можно сеять сидираты зерновых культур. Еще очень жарко будет, поэтому не спешите сеять крестоцветные растения. С посевами разобрались. Да, сразу отвечаю на вопрос. У меня есть такие зрители, которые возмущаются, что как это вы на убывающей Луне говорите нам сеять вот то, что растет сверху. Это уже проверено. Сразу же после сожженного пути полнолуния можно это делать. Можно, кстати, и корнеплодные, но здесь знак стихии воды, и эти корнеплодные не будут храниться. Единственное, что если у вас холодный регион, то можете посеять редис. Но делайте световой день в 10 часов. Укрывайте в эти вечерние периоды или утренние периоды. Укрывайте ваши посевы для того, чтобы редис ощущал в себя в короткий световой день. Итак, мы рассмотрели, что мы можем посеять, а теперь рассмотрим по вопросу рассады. Да, сейчас хорошее время, наконец-то. Можно высаживать рассаду. У многих цветочки есть, двухлетние, многолетние. Можно их, кстати, пикировать, у кого хорошие всходы. Пересаживать, переваливать и высаживать рассаду этих цветов в грунт. Для тепличников, да, очень хорошо высаживайте овощные, ну и цветочные растения, если они у вас есть. Высаживайте рассаду в грунт. Это хорошее время. Поливы и подкормки. Вот это очень важно. У нас был период водолея. Сейчас во многих регионах продолжается жара. Да, в это время в знаке Рыбы очень хорошо поливать и сразу же давать подкормку. Причем очень хорошо даже в жаркое время проводить внекорневую подкормку. Быстрее проходит вот этот процесс. А то в жару очень плохо работают корни. Все растение угнетено, поэтому поливаем, подкармливаем по листу и как можно позже. Ну, чтобы видно было. И будет очень хороший результат. Кстати, продолжайте, если кто-то уже прошла неделя и больше и не обрабатывали кальцием. Кальций обязательно нужно использовать каждую неделю или каждых 10 дней для всех культур. Вот по поливам и подкормкам я ответила. Наконец-то вы сможете полить свои растения. Комнатные цветы. Следующий пункт очень важный.
знаю, что ждете. Итак, что можно делать? У многих есть уже черенки укорененные, укоренились, начинает рост. Пожалуйста, пикируйте, пересаживайте, переваливайте в это время. Очень хорошо для этих агроработ, для цветочных растений. Очень хорошо также поливать и подкармливать ваши растения. Ну и защищайте от вредителей и болезней, независимо от того, что ваши цветы находятся в комнате. Белокрылка летает везде и всюду, буквально носится, и так много ее. Ну а паутинный клещ тем более перемещается в сухую погоду, по воздуху, потоками сухого воздуха очень быстро. Так что защищайте, профилактические обработки делайте. Важный пункт для садоводов, для огородников, для всех, кто занимается растениями – защита. Защита от вредителей и болезней. Разные регионы. Есть уже регионы, где похолодало. Если ниже 30, а лучше ниже 28, можно использовать любые препараты. Но если 30 градусов, около 30 и свыше 30, химическая формула быстро распадается. Ну и биопрепараты, они тоже быстро, если сильно жарко варятся, используйте для биопрепаратов биоприлипатели. И получается очень хорошо. С биопрепаратами, пожалуйста, не добавляйте мыло, иначе мыло убьет, уничтожит, эта щелочь уничтожит наших маленьких помощников. Ну, естественно, можно готовить настои различные, травы, чеснок, это тоже хорошо приветствуется. Ну и дошли до пунктов, в основном, где мы запрещаем, то есть не рекомендуем какие-то работы. Почему? Сбора урожая нет. Естественно, если вам нужно покушать, салатик сделать или ягоды на десерт, там, плоды, для питания собирайте столько, сколько нужно. А вот если заготовить на зиму, консервация, сушка, заморозка, в это время очень много воды в плодах. Поэтому не используйте это время для того, чтобы собирать урожай впрок и на заготовки. Сразу же эти два пункта взаимосвязаны. Нельзя в это время проводить заготовку. Мне снова скажут, как это нельзя? Можно. И если хотите, заготавливайте, проверьте то, что уже я проверяла несколько лет и получала негативный результат. Пробуйте и будете точно знать уже сами. Ну, хотите на грабли становитесь и потерять плоды и ягоды. Ну, вот это что касается сбора урожая и заготовок на зиму. И тоже нет и зеленым операциям. Я как-то вам покажу свои испытания. Конечно, жалко этих растений, когда я проводила именно обрезку в такие периоды, когда была стихия воды. Очень жалко эти растения, но что сделаешь? Я зато получила этот негативный результат. Могу с вами поделиться и сказать, что зеленые операции ни на каких растениях лучше не проводить в дни стихии воды. Это рыбы, скорпион и рак. Но в данном случае у нас убывающая луна и рыбы. Сад. Садовые дела, они такие очень простые и приятные. Нужно собирать плоды и ягоды для питания, но не для заготовок, а также защищать растения от вредителей и от болезней. Вот эти два главных дела, которые в саду можно проводить. Никаких обрезок сейчас не проводим, это опасно для ваших растений, для будущего. Ну вот такой у нас сегодня агрогороскоп с 26 по 28 июля. Видите, как быстро перемещается время сейчас, и уже кажется, что ну так быстро все летит. Недавно было 1 июля, а уже завершается месяц. Пусть этот месяц на завершающем этапе принесет вам хорошие результаты, хорошую погоду, хорошее настроение и, естественно, добротный урожай овощей и садовых растений. Вам желаем здоровья, удачи, всего самого доброго. Авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале.